Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро-прогноз. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? Вот давайте узнаем, как меняется ваша реальность до конца месяца. Или что скоро случится или произойдет. Возможно, какая-то правда неожиданно откроется. Или куда вас заведет судьба. Мы достанем карты, как именно знаки или подсказки, что же для вас важно услышать или важно знать. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на метафору карт, какую-то подсказку вы для себя получите. Или свой вопрос переложите на карты, и решение придет. Альтернативное, возможно. Итак, будем узнавать, что же скоро будет. Что вы вычеркнули, мои дорогие тельцы, из своей жизни, а оно вернется. Давайте узнаем. Ретроградная Венера по 13 апреля. И здесь, до середины апреля еще мы можем тоже как информацию узнавать, так и люди могут возвращаться. Могут люди возвращаться с новым пониманием. В чем вы думали, поставили точку, а оказалось это запятая или многоточие. Может быть, кто или что вернется конкретно, может быть, с человеком связано. Что прояснится, какая правда откроется. И если мы говорим знаки судьбы, достанем 3 карты, что хотят вам передать высшие силы. Первый знак судьбы. Куда вас заведет судьба, мои дорогие тельцы. Знак судьбы второй. И как третья карта, с чем это может быть связано. Давайте узнавать, что же вы могли вычеркнуть из жизни, а вдруг это возвращается. Ну, так не совсем просто, мои дорогие, правда. Карта «Отшельник» — это мы сами по себе. И вы знаете, для кого-то это будет, тоже своего рода метаморфоза. И отшельник, безусловно, это мудрец, это философ, который очень правильно видит многие вещи в реальной жизни. К отшельнику обращаются, чтобы разгадать какие-то тайны, загадки. И это к вам могут обращаться. К примеру, если у вас есть дети, даже взрослые, они к вам за, может быть, предыдущий период, за последние месяцы, но это где-то и продолжится в марте-апреле, когда они к вам будут обращаться за советом, может быть, и за помощью, я такого не исключаю, потому что, опять же, отшельник, мудрец, он все знает, он все видит, а может быть, дети запутались, вот, кстати, и вам придется, где-то совместить или прощать даже, вполне вероятно. У нас знак Девы – это практика, с одной стороны, а с другой стороны, это есть еще и значение, когда мудрость, неспешность или понимание тех процессов, которые произошли прежде, и как причина и следствие, может в таком 3D-объеме видеть отшельник, к чему ведут те или иные события. Все же он следует своим путем, поэтому его невозможно купить. Эта карта в первую очередь независимого человека. Поэтому для кого-то из вас вопросы, когда нужно рассчитывать на самого себя. И у кого-то может быть и такая история, что вы на конкретного человека рассчитывали или рассчитывали на его обещания. Может быть, и были прежде некоторые темы озвучены, и вы уже думали, что вот какая-то история не вернется. И именно она касается вас самих. И здесь действительно какой-то может быть возврат, когда самому один на один придется, может быть, выбираться из какой-то истории или выходить из какого-то затруднительного положения. Но мы всегда словно освобождаемся от всего лишнего, потому что отшельник идет налегке. Для кого-то из вас само по себе вы, к примеру, приняли как отшельник одиночество и рассчитывали сами на себя. И здесь наоборот может проиграться, что правда какой-то человек возвращается в вашу жизнь. Но я не могу сказать, что вы открыты. Отшельник всегда закрыт. И значит, даже если с кем-то это происходит, или пытается человек с вами установить, по-новому контакты, то с вашей стороны определенный момент недоверия он будет. И вы по-мудрому будете обдумывать, что мне от тебя ожидать. Или ты меня еще раз поставишь какие-то рамки, или мне какие-то сюрпризы приготовишь со знаком минус, или, может быть, действительно стоит тебе доверять. Но мудрый, наверное, подход
к любым обстоятельствам. Здесь возвращается как ваша внутренняя сила, безусловно. И знаете, вы себя можете поблагодарить, кстати, что прежде вы проделали какие-то очень правильные действия или приняли решения, то теперь вам никто не мешает. Вот, кстати. Вы могли думать прежде, что бы я ни делал или что бы я ни предпринимала, мне все время жизнь отбрасывает назад. Так вот, это вот возврат какой-то или, знаете, как бесконечное продолжение какого-то жизненного экзамена. Он здесь тоже заканчивается. Вы из него, по сути дела, выходите, но отшельник идет медленно. И, мои дорогие тельцы, ну, какие бы ни были эмоции, все же по отшельнику это очень ровные, спокойные эмоции полного нейтралитета. Это означает, что мы не даем никому никаких обязательств, где-то не торопимся подписать важные документы, не надеемся на честное слово людей. Мы понимаем, что нас подводили прежде и могут подвести заново. Поэтому сохранить самого себя – это искусство, по крайней мере, до конца марта. Но давайте все же мы узнаем, кто или что вернется. В чем вы думали, что поставили точку, а оказалось многоточие? Может быть, какая сфера жизни? И еще один старший аркан, который отнюдь не проясняет какую-то обстановку. Будем откровенны, правда, что и отшельник идет своим путем, так и жрица – это та, которая умеет хранить тайну. И опять же, карта независимого человека. Но эта независимость, она не приходит, потому что мы кому-то что-то доказываем. А мы уже все доказательства исчерпали. Мы уже перестали кому-то что-то объяснять. Мы уже где-то устали. Вот, кстати, усталость у вас может проигрываться тоже. Это карта интуиции. Вы, мои дорогие тельцы, можете как раз по части кто или что возвращается. Вы можете подметить, что, а ведь правда, подсказки моей интуиции или шестого чувства прежде были таковыми, я как будто знал, что вот так оно и сложится. Или я знала, что к этому все и придет. Вот правда, может быть, подобной энергии, как если мы совместили бы, к примеру, и жрицу, и отшельника. Они для вас дают, знаете, очень хороший приоритет, когда вы начнете доверять самому себе. Обе карты, они говорят о чем-то малопонятном, неизученном, иррациональном. Но для вас это тем не менее. Мы говорим, что мы могли вычеркнуть. Мы могли вообще сложить уже какое-то свое определенное не просто мнение, а уже даже траекторию движения себе разработать. И она вот тоже будет меняться. Потому что некоторые события, как раз тут у каждого по-своему, для нас открывают совершенно новый горизонт каких-то возможностей. Или для нас могут и закрывать некоторые дороги. Вы сами тоже можете закрывать, потому что вы узнаете тайну. По аркану жрицы действительно не совсем тут, может быть, вернется, а скорее вы получаете больше информации, почему это произошло или случилось. Почему так повел себя человек. И если прежде было больше загадок, тайн, то теперь, как и во внешних событиях, так и по части людей, шаг за шагом, по крайней мере, не только до конца марта, я могу сказать, о ретроградной Венере до 13 апреля, это ваша планета-управитель, и действительно, шаг за шагом вы будете прояснять многие события, которые прежде вас оставили недоумение. Много философии в этих картах, оба старших аркана. А мы спросили, что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Тут действительно и вы могли за это время очень измениться. Но в целом, подведя итог, как и отшельник, это мудрец, который все знает, так и жрица, которая с помощью интуиции может все предвидеть. Поэтому, правда, вас сделали события предшествующего периода очень независимыми людьми. И ваша задача вот это знание переложить в новую плоскость. Для самого себя или самой себя какую-то новую реальность открыть. И это правда. Что же у вас прояснится или какая правда откроется? Действительно, тут может быть какая-то новость. Или, может быть, изменятся ваши взгляды, мировоззрение. Может быть, когда вы смотрите видео мое, вы уже где-то в процессе вашего нового становления, и вы понимаете, да, оборачиваясь назад, и правда, себя за что-то есть похвалить, безусловно, за то, что вы выстояли какой-то период, и нам жизнь, как вот с этого жезла,
делится на до и после. И если мы сказали очень символично, что вернется, тут может как и информация возвращаться, тут могут и люди где-то возвращаться. Но я могу сказать по этим картам, вы на все смотрите беспристрастно, вы не горите. Если прежде был какой-то жар, или, вы знаете, абсолютная вера, может быть, людей, вот, кстати, у кого-то из вас так, или в правильность постановки какого-то вопроса и методов решения. Вот здесь вообще происходит полностью смена какой-то вашей парадигмы. Как и ваши паттерны могут меняться, как и мировоззрение. И вот этот период, который после нам говорит по тузу жезлов, нам еще придется пройти какой-то путь. И вот этот вулкан, который на заднем плане, мы можем еще столкнуться и столкнемся, раз уж мы с вами проживаем в эпоху перемен, с самыми, ну, такими непредсказуемыми событиями. Но вас этот период предыдущий, за время нахождения Урана в течение 7 лет в вашем знаке зодиака, он вас и сделал независимыми и сильными. И поэтому нужно будет еще хорошенько продумать перед тем, как вы на что-то согласитесь. Но по тузу жезлов мы принимаем уже решение идти именно вперед. И, видимо, оставляем все то позади, что не имеет никакого смысла. Давайте узнаем, каковы же знаки судьбы, куда вас заведет судьба, мои дорогие тельцы. И правда, очень символично перезагрузка, начало нового. И период вашей жизни может уже где-то в марте, или вы приходите к этому выводу, это еще один старший аркан, что меня перестала где-то эмоционально цеплять какая-то ситуация. Меня перестали вдохновлять чужие обещания. И по этой карте начало или нашего стремления к чему-то новому, или путешествия. По аркану дурак всегда проходит перемещение. И если отшельник идет медленно, то как раз по нулевому аркану он мчится вперед. Чиро Маркетти его изобразил, словно он маг. Если посмотрим внимательнее, то нет у нашего персонажа как будто ни груди, нет плоти, нет лица, есть только маска, и сам он словно лавирует на земном шаре. Нам символизирует какие-то иррациональные перемены, или перед нами открывается мир совершенно какой-то другой стороны. Мы можем быть к чему-то не готовы. Еще на период марта месяца, если мы спросили знаки судьбы, это шаткость положения, она еще пока есть. Да, с одной стороны, есть ваш опыт, который вас сделал сильнее и мудрее. Теперь мы куда-то не торопимся, потому что по дураку всегда есть стремительность, или когда хочется быстрых перемен, но в то же время нам еще и говорят о том, что все идет своим чередом, и не просто он у нас на шаре балансирует, а есть еще и радуга. Радуга – это добрые перемены, и значит, у нас получится осуществить какой-то проект. У вас, мои дорогие тельцы, но пока это можно воспринимать только лишь как знак, еще только что-то обустраивается, определяется. И есть, пусть не в этой колоде, такое значение. Хаос перед началом творения. Творение еще не началось. А есть вот именно какая-то разрозненность. Тут действительно нужно себя как-то адаптировать, организовывать свою жизнь как-то по-новому. Но именно знак судьбы – это тот хаос, который сейчас творится вокруг вас, может быть. Или то, что вы хотите решить, и все, пока вы не видите, каким образом действовать. Но шаг за шагом какая-то ситуация у вас будет проясняться. Но я не могу сказать, что вы все точки над «и» расставите в марте. Точно нет. Давайте мы с вами посмотрим, что же еще. Вот ничего себе расклад. Знак судьбы. Солнце. Я должна сказать, Солнце – это всегда карта выбора правильного направления. И вы, видимо, не просто вот эта перезагрузка с вами происходит, или вы слышите важную информацию, вы сами должны принять какое-то окончательное решение. Что вы будете продолжать или куда вы будете переезжать. Я могу предположить, что как раз нулевой аркан будет вот эту перезагрузку говорить у кого-то по работе, или у кого-то будет связано с переездом, или какая-то личная история. Но это для вас имеет, мои дорогие тельцы, большое значение. И судя по всем картам, понятно, что 3 сферы жизни у нас не получается одновременно решать. И каждый начнет из вас с чего-то основного. У кого-то как раз это личная история, она в центре внимания. У кого-то ваша
ну, самодостаточность, денежные вопросы или ваши достижения. Для кого-то это решение материальных проблем или связанных с местом вашего пребывания. Но в конечном итоге нам тогда карта Солнца будет говорить, что то, с чем ты сейчас определяешься, Телец, для тебя будет до конца года иметь приоритет. И тогда, подумав, решайся, а уже решившись, ты не думай. Видимо, есть тот очень тонкий нюанс у каждого из вас, когда вот это солнце будет говорить о новом качестве жизни, которое вы, может быть, в своей ментальности, вы только теперь продумываете еще. Но это всегда возможности, мои дорогие тельцы. И вы не можете, вот неважно, когда вы открыли этот расклад в течение марта, сколько осталось еще дней, но даже если это как словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, вам действительно в марте нужно с чем-то определиться. И по аркану Солнца это ваше Солнце, это ваше желание, это ваше намерение. И отнюдь, когда мы не ставим себя на второе место, а вот как этот мудрец-отшельник, он идет своим путем. И пусть этот путь нужно еще проделать через какую-то неопределенность и хаос. Интуиция помогает. В конечном итоге это все равно путь к Солнцу. Знаки судьбы. Паж жезлов. Здесь, правда, какие-то новости, мои дорогие, вверху туз жезлов. Много информации. Может быть, вы ищете эту информацию, и вы ее определенно находите. Это может быть какая-то новость, которая, ну, приходит извне, безусловно, с тузом жезлов. Это всегда возможности. Поэтому какая-то возможность у вас будет до конца марта. И вам ее важно не упустить. И пусть она выглядит даже как-то по-дурацки или непонятно. У нас изображен хамелеон, обратите внимание. И значит, вам придется, может быть, договариваться с хамелеонами. Я такое могу предположить. И знаете, значит, не торопитесь выносить какие-то вердикты или делать, ну, важные заявления, суждения. Ваша задача себя сейчас сохранять. Но то, что вам будет интересно, оно и будет продолжено. А по пажу жезлов это мы еще как знак свыше. Мы должны чему-то научиться буквально, потому что пажи, они всегда учатся. И по этой карте мы сами можем где-то себя чувствовать словно дети. Или допускать, что мы чего-то не знаем, кстати. А также эта карта именно в этой колоде паж жезлов символизирует о том, что кризис закончился. И вот этот сложный путь по Урану, который я говорила, который вы проходили в течение 7 лет, это тоже завершается. Мы, наконец, успокаиваемся для того, чтобы отчасти насладиться некоторой стабильностью. И постепенно, шаг за шагом, новые идеи появляются в нашей голове, в нашей ментальности. И вот как раз цикл начинается заново. Много философии, потому что много старших арканов. И тем не менее... Просто у каждого здесь по-своему, мои дорогие тельцы. Но вот до те последние дни марта, которые остались, значит, есть в жизни каждого из вас что-то очень важное, что вы не можете, ну, проигнорировать. Вы должны уделить некоторое внимание какому-то одному из направлений как минимум, потому что это будет для вас означать изменение качества жизни и, по сути, дорога к Солнцу. И, как я сказала, это до конца года. Что вы поставите в приоритет, то это и вас и будет максимально развиваться. И здесь подсказки вы уже получаете. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.